Всем привет! Добро пожаловать на канал Майя Зой, где я прохожу разные династии, но сегодня мы в шоу. Шоу «Большой брат». Когда-то 20 лет назад такое шоу было популярным на телевидении. Я, конечно же, его тогда смотрела поскольку-постольку, ничего не знаю, но несколько лет назад я увидела такое же шоу по Sims 4. Free-to-play ребята снимали, и мне очень понравилось. Оно было адаптировано под Sims 4. И, конечно же, Инзой отличается от Sims 4, потому что здесь не так все можно организовать, особенно соревновательные моменты. В серии где-то будет больше 20 все равно, но я думаю, что будет интересно. Тем более я не буду просто каких-то новых Зои создавать, а как бы мы сделаем тех, кто живет у меня в Давоне, кто-то из Кахаи. И вот они приехали в Близбэй только на соревнования. Это как параллельно будет от их жизни, просто как этап их жизни, участие в таком шоу. Конечно же, здесь будет отключено старение, выключить взросление, да. Потому что, они будут здесь жить, как обычно. Единственное, что они будут мало контактировать с внешним миром. В идеале совсем бы не контактировали, но некоторые моменты тут иначе не обыграть. Например, соревнования некоторые можно сделать только на свежем воздухе. Поэтому мы будем выходить на улицу. Вот такой страшный дом, но он как бы специально под этот проект. Я его построила. Здесь на втором этаже у нас будут всякие испытания, но это попозже, а жить они будут на первом этаже. Такой большой холл. Сейчас покажу. Вот наши все участники. Если вы смотрите мои прохождения, то вы их узнаете, я думаю. Мы сейчас с ними еще познакомимся поближе. Если нет, то узнаете. Все они живут у меня. Это не все, просто больше 8 я не могу взять. Возможно, если этот проект хорошо зайдет, то потом я буду делать такие же соревнования с другими зойками, тоже брать так 4 девочки, 4 мальчика, что было. Вот, большой брат. Здесь у нас вот такая у нас как бы гостиная, сразу же кухня и всякие развлекаловки, но есть у них еще и такой внешний дворик, но он за стеклом. Он все равно в комнате, чтобы они никуда тут не убегали. Это просто стены стеклянные. Здесь как бы могут они себе делать, что хотят. Я буду минимум руководить ими, только то, что необходимо. Потому что нам важно, чтобы они знакомились и заводили отношения. Тем более отношения у них полностью по нулям. Так как они здесь все будут по-новому себе надруживать. Вот такие их спальни. Тут каждого будет закреплена кроватка за каждым. Девочки и мальчики. 8. Тут у них есть еще вот также душевые, умывальники, стиральные машинки, если надо. Вот так вот. Но есть еще и отдельно комната красивая, где есть телевизор, потому что телевизор есть только в этой комнате, массажное кресло только в этой, компьютер только в этой. Ну и музыка вот такая, что можно переключать и слушать, что хочешь, тоже только в этой. Здесь есть музыка, которую просто можно включить, и она будет играть. Ее слушать нельзя, только танцевать. Тут тоже есть потанцевать можно, полечиться, если надо. Ну, лечиться я буду их заставлять, потому что чтобы не умерли. Можно попеть караоке, кто хочет, потому что соревнования будут, конечно же, связаны и со скиллами, и прокачанными, а у них сейчас все скиллы по нулям, и, естественно, как они будут в то время жить себе, что захотят прокачивать, и это будет им только плюс. Вот здесь у кого будет отдельная спальня, это будет глава дома на некоторое время. Мы будем выбирать не сегодня, в следующей серии мы будем тут соревноваться за титул главы дома на несколько дней, потому что глава дома будет и номинантом на вылет назначать и так дальше. Вот. И у нее будет иммунитет, чтобы не вылететь. И вот такая у нее отдельная ванна, или у него, кто тут уже получит, я не знаю. Мне просто интересно, кто из них выиграет. Призовой фонд 10 миллионов, вообще-то, если действительно был это большой брат, то было бы 10 миллионов. Ну, мы сделаем миллион. Кто выиграет, тот привезет в семью миллион. Ну и посмотрим, как бы сюда вход может только заходить глава. Но так как, опять же, техническая сторона здесь не совсем нормально сделана, то есть я могу вот изначально только одним персонажем это назначать. Все. Но если у меня глава дома поменяется, здесь придется делать танцы с бубнами. Мне придется выселять, вселять, ставить опять того, кто будет главой дома, чтобы он сделался главой дома, его делать одного, первого и так дальше. Вот. И тогда, когда он будет главой дома,
он действительно сможет закрыть сюда дверь только для себя. Иначе не получится. Тут нельзя закрыть для конкретных персонажей. Или для себя, или для всех. Вот только так. Поэтому здесь будет немножко неудобно. Но с другой стороны, если они за этих несколько дней здесь засрутся, они засрутся по уши, по-любому не будут убираться. Я буду заставлять убирать иногда только тех, кто проиграл в соревнованиях. А так пускай сами заботятся. Кстати, я не знаю, я купила им эти? Не купила, да? Нет, купила. А где пылесос? Нету. Не купила им ни пылесоса, сейчас куплю сразу, потому что вдруг захотят пылесосить. Чем черт не шутит. Особо они тут не любят это делать. Хотя вот если дома, может, и захотят. Вот, купим вот так вот. И пылесос. Тут поставим. Вот, пускай сами убираются, если что. И все, как бы сказала, да. Здесь будет голосование, когда будут на вылет готовиться, да. Ой, много чего будет. Но первый день они будут знакомиться, как будто они не знакомы. Но мне нужно будет потом смотреть, кто какого мнения. Вот они вообще еще друг дружку тут как бы полностью память стерта. Все будет по-новому. Заодно посмотрю, как они вот в такой среде будут уживаться все вместе, кто с кем будет дружить, с кем ссориться, потому что во время геймплея они могут даже не встречаться у меня, просто живут по соседству и все, поэтому этого не заметишь, как если бы они жили вот так в одной комнате. Ну, не в комнате, в одном доме. Так что выехали мои давонцы в Брисбей на шоу. Ну и одна Чейн и Саммер, да, двое из Кахаи прилетела, а вот из Брисбея никого и нет, разве что если считать Малкольма, потому что Малкольм раньше жил в Брисбее, поэтому он попал сюда, да, он свой. Ну что ж, еще важно мне сразу же, наверное, то, что нужно купить им удочки, потому что они будут ловить рыбу, и я не могу одной зойкой купить всем удочки, я пробовала выставить все на пол, но они не понимают, что там баганулось или так должно быть, я уже не знаю. Но в любом случае мне придется их всех телепортировать, потому что идти они будут долго к этому магазину, хоть он и недалеко. Вот, и мы купим удочки, у каждого, чтобы были в инвентаре удочки. Но первое соревнование будет или рыбалка, или лотерея, еще не знаю, подумаем, сегодня посмотрим, как же они будут жить. Но удочки открываются у нас с 8 часов, поэтому я предлагаю начать и посмотреть. Еще знакомиться, да, то есть у нас сейчас нет главы дома, как бы у нас есть, ну, когда знакомиться, мы вот так вот посмотрим. То есть у нас есть вот Сухёк, это у нас, эта девочка вообще не из нашего села, она тут жила, просто еще не ушла. Сухёк, он у нас изгой, черты характера такие же, как и на самом деле у них. Я делала так, чтобы они как бы были все, подбирала разные черты характера, чтобы посмотреть, как они между собой ссорятся, нет, кто кому подходит и так дальше. Значит, Сухёк это сын Эммы и Катару Муров. Он у нас изгой, вечный ребенок и унылый. Жизнь в свободе, спокойный разум и любовь. Дальше у нас идет Клайд Кейн, которому всегда было тесно в доме, вот это он радуется, столько места, но он все равно недовольный. Он у нас общительный, увлеченный фитнесом и чистотой, вот я надеюсь, что он будет убираться, но хочет стать знаменитым хакером, жить во благо других, наверное, взламывать богатых и отдавать все бедным, и безопасно все это делать. Дальше Малкольм. Малкольм у нас... Вот он. Малкольм у нас отшельник. Вообще, наверное, ему будет трудно. Я думаю, он вылетит в первую очередь, один из первых. Если отшельник, тут он не подружится, наверное, ни с кем. Он и в реале, там, когда я играю в летсплей, он сложно дружит с кем-нибудь. Он только с Бентаком, почему-то, когда был мелким, он с Бентаком только дружил, переписывался. Вообще были самыми лучшими друзьями, хоть Бентак уже был почти пенсионер. А больше он ни с кем не смог найти общий язык. Он отшельник, умеет радоваться мелочам в жизни и любит книги. Жизнь, продвижение, музыкант, профи и стремится к гармонии человека и природы. Эрлай у нас... Эрлай же тоже отсюда, правильно, я говорю только Малкольм. Эрлай тоже отсюда, потому что он же был в Брисбее, да, из семьи Мар, да, не Мур, там не Мур, а тут Мар. Так, вот, Эрлай у нас пацифист, материалист и одержимый чистотой, любит новые вещи. Вот тут ему тоже понравится. Ну, у него в квартире тоже неплохо. Сейчас в Давоне. Так, он традиционалист, амбиции, партнеры любви, и то, жизнь покоя тоже странно. У кого-то уже была жизнь покоя.
А нет, только у тебя жизнь покоя. Ладно. Дальше очень красивая девочка, на удивление, получилась вот такая у нас. Это сестричка Клайда. Да, я не очень хотела, чтобы были с одной семьи, но так получилось, потому что, ну, почему бы и нет, мне девочка нужна была, и в любом случае попадала бы чья-то сестра. Я смотрела только на то, чтобы у нее была черта характера, отличалась от остальных, а она не отличается. Нет, ну чуть-чуть отличается, потому что она хоть и общительная, как брат, но он у нас увлеченный фитнесом и чистотой одержим, а она вечный ребенок и злокозненная. Поэтому я хочу посмотреть, как это будет отыгрываться. И респектабельной жизни стремится к власти, музыкант-профи, как Малкольм. Ну, естественно, Чен тоже приехала, моя хорошая, моя девочка. Я за тебя болею, но помогать я тебе не буду. Смотри, выигрывай сама. Вот, она у нас предприимчивая. Если кто, опять же, смотрит мои прохождения, то по интервью знает, что она предприимчивая. Любит книги, гениальная, испытатель и эксперт в родительстве. Как-то странно, ну, вот так вот. Она хочет быть экспертом в родительстве и живет в самопознании. Естественно, Айрис. Вот опять же, получается, сестра Эрлая, но она властная. Я или Мелоди думала возьму, или Айрис, но пускай будет, потому что Айрис не может найти тоже себе парня никак, там не ладится ей. Думаю, может тут у нее что-то и заладится, потому что как бы здесь они все более-менее свободные, могут друг с дружком завести отношения. Дома остались те, кто уже в паре, например, Дилайла Мур, у нее Дэймон Ким в паре, зачем им ехать, не надо и так дальше. Вот. И Айрис у нас властная, неуклюжая, ленивая, чистюля, к стабильной жизни стремится и испытатель. Ну, неуклюжая, ленивая, посмотрим. Ну и, наконец, Саммер из Кахаи, подруга Чейн и Мелоди моей. Вот. Она тоже эксперт в родительстве по амбициям, так же, как Чейн. Это странно, ну ладно. Вот. И она творческая. Я думаю, что ей будет все, что с творчеством связано, будет легче получаться. Посмотрим. Экстравертная, злокозненная, педант. Вот тоже может и ругаться. Вот так мы познакомились. Ну, а теперь, в принципе, запускаем и смотрим. Просто смотрим, что они будут делать, при том, что у них все здесь есть. В изобилии. Хотя это еще, наверное, нет, потому что мне надо... Ну, это могу и чуть попозже сделать. Нам надо успеть до вечера купить удочки. Обязательно сегодня успеть купить удочки. Ну что ж, погнали, погнали. Играем один день. Так, начинаю с Сухёка. Так, вот, Сухёк сразу взялся за уборочку. Молодец. Какой хороший мальчик. У нас тут чисто, он убирается. Посмотрим, как ведет себя Сухёк. Ну вот, сразу убирается. Дальше кто? Клайд стоит и не знает, что делать. Думает, куда я попал? Ребята, куда я попал? Почему ты никуда не идешь? Ты что, застрял в дверях, что ли? Он с Малкольмом общается, вроде бы неплохо. Говорит, заходи, не бойся. Говорит, Клайд, ты вообще-то здесь, так же, как и все мы, на равных правах. Вообще, это очень хорошо, что они общаются, потому что потом будет влиять отношения, кто с кем дружит, потому что помощников надо будет выбирать, и врагов, и так дальше. Все это важно. Очень важно их отношения. Так, ну вот, Халаху, правильно. Ну, конечно же, с твоим нулевым уровнем я не думаю, что у тебя что-то получится. Ну, ладно, ты старался. Клайд, идем дальше. Дальше Малкольм. Малкольм, что думаешь делать? Тоже поубираться. Пообщался с Клайдом, поубираться. Так, а кто куда-то у нас убежал? Так, Эрлайчик, ты куда? И с соседями тоже пообщался, с теми, что не успели выселиться. Так, вы все как бы убираетесь. Это первый день, сейчас ничего не грязно. Ну, он у нас одержимый чистотой, поэтому... Ты тоже поубиралась уже, Вайлет? День-то закончится, а вы так даже не познакомитесь, что ли? Вот, Вайлет решила пообщаться. Вот. Дело сделано, можно и пообщаться. Вайлет с Эрлаем. А вот Айрис и Саммер тут конфликтуют, да. Кто еще? О, а Чен моя
играет на гитаре. Так, тут надо включить, потому что к нам пришли соседи. Нет, притворяемся, никого мы не пускаем. Так, вижу, что еще кто у нас тут? Айрис пришла, да? Что хочет делать? Клайд что-то уже прокачивает. А, все за планшет берутся. Что там делаешь? Решаешь числовую головоломку, что ли? Нет, роман читаешь. Так, что-то уже напряжено. Ну, Саммер поругалась, поэтому вот так вот. Чин пошла петь. Поиграла на гитаре, пошла петь. Нормально. Так, вижу, неплохо так Вайлет с Эрлайм общаются. Так, Сухёк пришел. А, ты на улице поубирался, походу. И еще и здесь убираешься. Сухёк вылитая мама. Даже Дилайла так на маму не похожа, как он. Ну, красивый мальчик. Ну да, убираться теперь будете постоянно. Все буквально. Эрлай нет, Эрлай куда-то уходит, Чейн поет. А, ты, наверное, идешь убираться просто за дом, ладно. Кто в доме, кто за домом, в общем. Есть вам чем заняться. У них тут и мороженка есть. Но пока что никто еще есть не хочет, наверное. Поэтому Чен. Кого ждем? Такая смотрит. И интересно. А, с Клайдом. Кстати, у Клайда брат, не брат, дядя Клайда живет на Кахае, да, сосед Чейн. Поэтому у них есть о чем пообщаться, потому что двоюродная сестричка Кейн родилась как раз на Кахае, потому Клайд ее еще не видел. Так у него родная сестра Вайлет и брат Брэд. А так еще есть и двоюродная сестричка на Кахае. И куда ты вот это идешь? Да, уборка будет забирать все ваше время. Ну что поделать? Или ты идешь с кем-то пообщаться. Вас в идеале вообще выпускать из дома не надо. Но, как я уже сказала, по техническим причинам это будет не совсем удобно. Да и пускай выходит. Они все равно никуда не пойдут. Айрис, что ты такая удивленная? Взгляд. Так, все, уже вижу, Сухёк поет. Так, мало общаетесь? А, Саммер. Саммер решила поучиться на барабанах. О, Клайд и Эрлай. Не очень, наверное, не понравились друг дружке. Правильно. Надо тогда пойти метелкой помахать. И что вы вот это поставали? Кстати, да, вот эта ситуация, что меня позависали, походу вот этих надо аварийным спасением. Аварийным спасением вот эту выгнать, потому что она тут будет долго. Вот тебя тоже, Рамир и Джош, какой-то тоже завис здесь. Вижу. Вот как раз они тут как-то позависали. Тебя выгоним. Джош Рамирес. И тебя выгнать надо. То она уже вроде бы и спать хочет. Кажется, все. Всех повыгоняла. Надеюсь. Никто тут уже не застрял. Нет. Ну, хорошо. Тогда у нас 11 часов, мы еще успеваем. Отлично. Продолжаем. Все, уже кто-то чашку оставил. Вы что-то все на улице ходите. Вместо того, чтобы общаться и сидеть, заниматься делами в доме, вы траву моете. Вайлет. Вайлет идет заниматься, наверное, да? Ага, как раз. Ну, рутина прокачивается, тоже надо. О, Чейн с Клайдом. Интересно, будет это заснять такие моменты. Ой, еще и Саммер. Тоже тут. Когда лягут спать, мы посмотрим, как они наобщались, потому что это важно. Потому что глава дома
Потом завтра выберем главу дома. Она будет назначать 2 номинантов на вылет. И как раз из тех, с кем у нее будут плохие отношения. А так как мы даже не знаем, кто будет главой, то мы, естественно, надо дружить со всеми, чтобы не попасть в номинацию на вылет. Айрис. Поиграли. Ой, как мило тоже так смотрится, но не общаются. Сухёки и Саммер. Просто себе сидят. Все, обед, уже проголодались. Айрис мороженку, все рамен. Никто не хочет готовить. Малкольм, да ты уже успокоишься со своей шваберкой. Или нет? Вот кто готовит у нас. Эрлай. Эрлай, ты умничка. Так, Чейн подсела на мороженку. Вижу. Вот сейчас после обеда мы быстренько телепортируемся в магазин Посейдон, купим удочки, потом обратно придем и будем дальше смотреть. Сегодня важно для вас наобщаться как можно больше друзей. Хотя бы какие-то воспоминания, что были в отношениях, чтобы мы могли проследить, кто вам нравится, кто нет. Потому что особо они не наобщаются, но первое впечатление в них уже будет. Так, чашки никто не моет, только хотя бы тарелки моют. Так, Чейн, ты куда идешь? Понятно. Вам хоть бери дверь, закрывай здесь, чтобы не ходили. Я, наверное, так и сделаю. Мы сейчас закроем дверь. А ты куда пошла на 2-й этаж? У тебя тут нет этого. А, здесь пока закрыто, входа нет. Просто посидеть на диванчике. Она убежала, решила здесь спрятаться. Так, мне надо, чтобы все были в доме. Так, ты в доме, ты в доме, ты в доме, ты в доме. Чейн и Саммер. Ой, Айрис и Саммер. Все в доме. Хорошо, теперь, значит, мы что сделаем? Чтобы они не бегали, мне на улицу, я все равно буду, пока делать им телепорты, я эту дверь им просто удалю. Вот. Теперь они на улицу не выйдут, и все будет замечательно. Пускай уже убираются хотя бы в доме. Много очень времени тратят на то, чтобы обойти вокруг этого огромного дома. Ты что, еще не наелась, что ли? Не пойму. Клайд, ты куда, убираться опять, что ли? Ну да, все. Вы только очень весело проводите время. Только едите и убираетесь. А вот чашки некому помыть. Зато шваберка есть, кому тут мести его. Правильно, еще там, Клайд, в туалете не подмел. Эрлай, ты туда же. Вайлет задумчиво сидит себя. О, я когда вижу, когда они общаются, думаю, о, сейчас пойдет жара. Так, что-то Клайд и Малкольм больше ссорятся. Нет, вроде бы начало разговора не очень, а потом выравнивается. Ну вот книги бы почитали, что ли. Реально, вот их уже на жор пробило. Куда мы, Саммер, направляемся? Все туда наверх хотят уединиться и посидеть на диванчике, да, вот так вот, чтобы никто не видел. Так, кроме тебя. Что ты хотел? Клайд. Малкольм. Да, теперь ты еще в туалет, ладно. О, вы себе обе сюда убежали, правильно, девочки? Хотите поближе познакомиться? Спрятались? Не очень, да, тебя понимает. Но она старше тебя немного. Вайлет, да. Саммер старше. О, кто... Все, книги начали читать. Чейн читает про рыбу.
Малкольм тоже. Саванья. Да, зубки чистить надо. Сухёк, а ты что за книгу читаешь? Счастливый мир, построенный на обещаниях? Нормально. Айрис газету читает. Вайлет уже себе поет. Эрла играет. О, и Саммер тоже играет. Понравилось Вайлет, уже второй раз поет. Так, я забыла, что сделать это. Включить музыку, да? Кто у нас? Саммер. Ну, раз ты, то идем включим. Там они поют, то это одно, а ты вот включи, пускай музыка играет. Будет веселее. Так, у нас 4 часа, поэтому предлагаю за удочками отправиться, потому что потом вдруг будет поздно. Так, где у нас магазин Посейдон? Где-то через дорогу. Нет, не здесь. В ту сторону, да? Кажется, я уже заблудилась. Так, магазин Посейдон. А ну-ка. Если мы здесь, то Посейдон вот. Прямо и направо. В следующем повороте. Так, здесь. Да, не в ту сторону я смотрю. Вот туда надо. Вот здесь. А я не в ту сторону. Так, значит, заходим. Тут есть удочки. И я вот так буду по одному отправлять, чтобы не все вместе, да. Они там себе дальше пускай общаются. Так, запускаем. Все. Купи удочку железную. Одну достаточно. Никакие тренировки вы не идете. Все, ты купил. Раз купил, иди домой. Так, а мы отправляем сюда второго. Клайд. Давай, да, общайся, погнали за удочкой. Так, ты тоже. Купи удочку. Одну. И иди домой. Не-не-не. Мне не надо. Так, Малкольм. Вот, сразу пришел. А как он же пойдет домой? Там дверь-то закрыта. Ладно. А идут домой, там возле дома я их найду. Так, дальше Эрлай. Эрлай у нас уже взволнованный. Почему ты там такой взволнованный? Так. И, кстати, если они здесь умрут, то это будет значить, что они умрут и в реале, в династии. Да, забыла сказать. Так, ты у нас мозолистые пальцы. А, на гитаре играл, поэтому иди домой. Так, ну и девочки. Давай идем. Так. Купи удочку одну. Иди домой. Ай-яй-яй, где-то девочка, вот, мне надо это. Это не так. Вот, че надо. Вот так вот. Все. Тоже. Одну. Иди. Айрис. И Саммер. Так, ну, я думаю, вы уже пришли. Ходит вокруг дома, бедный, не может зайти. Так,
ладно, ну что поубирались там, наверное. Так. Будем вас теперь сюда, ты понимаешь, в дом. Давай, иди в дом, дальше ты тоже иди в дом. Ты. Так. Есть. Ты уже возле дома тоже. Чейн. Можно здесь тебя отправить. Есть. Айрис. Айрис еще далеко. Все. И Саммер. Наконец-то вы все дома, все с удочками, правильно? Вот эти чашечки я буду продавать. Все. Ну что, у нас 6 часов вечера. Саммер. Сухёк. Сколько же вы здесь чашек понапивались? Понапивали здесь чашек весь дом. Вот любите вы пить содовую или что там? Воду постоянно пьете. Айрис только мороженку ест. Так, Клайд. Да что вы все в одно место заперлись, такой узенький этот туалет, унитаз еле помещает, они все в это место пошли. Так, Эрлайт тоже. Даже не знаю, кто из вас выиграет. Посмотрим. Стоп. Что, мам? Что? Чен прочитала книгу какую-то. На все планшеты в одном месте сложили. Я каждому на столик планшет разместила. Так, девчонки, не ругайтесь. Вам сейчас нельзя. Музычка такая уже напряженная. Кстати, на этом караоке они могут оба петь. Это, мол, ты танцевать собрался, так и нет. О, Эрлай танцует с чашкой себе сам. Никогда не видела, чтобы они сами так делали. Ну, и взял чашку, поставил на стол, правильно? Вместо того, чтобы пойти выбросить мусор, он поставил на стол или помыть. И столько есть этих моек. 3, наверное, у вас. Ты так спрятался, чтобы никто не украл у тебя, правильно? Мороженку не украл. А, тебя нашла Вайлет, вот. Она прям есть сюда пришла. А почему за столом не сидит-то? Там есть место. Тоже спряталась, странная девочка. Вот, есть место же. Да вы сейчас обоссытесь. Саммер даже что-то выбросила. Мусор. Сухёк решил себе приготовить блины. Так, еще спать не ложитесь. Я жду, когда вы будете ложиться спать. Мне очень нравится, что здесь хотя бы спать они ложатся вовремя. В отличие от 74. Это просто круто. Я вот постоянно замечаю, что это очень классно. У меня никогда в Симсах так не получалось. Они у меня всегда целый день спали, всю ночь сидели. И как я не пыталась выровнять это на 1 день максимум. А здесь они все равно вот ночью они будут стремиться к постельке. Это классно. Так, ну что-то вы мало общались. Мне прям интересно посмотреть, какого вы мнения вот сейчас с нуля друг о дружке. Да, забрали у нас шанс выиграть 1 000 000, лотерею, карму, отобрали идеальную вообще любую. И я придумала
А почему бы не заработать вот так миллион на шоу? Правда, это не так быстро. Как было в лотерею за идеальную карму, так Чен уже спит. Айрис играет. Саммер тоже собирается спать, что ли? Пришла, умылась. Нет. Почитает новости. Да что ж вы все сюда ходите есть? Это даже не на улицу, просто сидеть на лавочке и есть. Раньше вы так не ели, вы не могли так есть. Да, вам должен был быть столик. Да, но чашек вы наставили, я даже не знаю, у вас тут столько было. Любите вы все столы чашками заставлять? Вот Малкольм убирается, мне кажется. Или это просто когда я смотрю, он убирается. Почему бы все не убрать? Так, все, Эрлай решил спрятаться. Тоже. Саммер видела, там уже отправила какое-то сообщение. Наверное, своим. Ну, кому своим? Саммер-то одна. Там папа уже умер. Мама тоже старенькая. Так, вижу, уже сухёк собирается, готовится на боковую. Да, все уже готовятся. Клайд принимает душ. Малкольм. Все уже спать, да? Никто так чашки не помыл. Вот мне интересно, потому что я не могу их сейчас заставлять что-то делать. Кроме того, что они не могут сами. Вот удочки купить, мне надо было это заставить. Они этого не сделают. Ну что, ты уже и выспалась, вижу. Пока они соберутся спать, ты уже выспалась. Так, кстати, давайте посмотрим, какое время. А, это еще не поздно. Соревнование будет у нас с утра. Но от 9 до 12 будет начинаться, в зависимости от того, как они там поспали и так дальше. Может быть 9, может быть 12, потому что некоторые соревнования будут по отдельности, то есть просто по очереди, один, другой и так дальше. Я просто буду фиксировать результаты. А некоторые будут вместе. Поэтому завтра у нас будет простенькое соревнование за титул главы дома. Мы будем играть в лотерею. Просто лотерею. У кого не получится выиграть хоть сколько, он будет вылетать сразу в первом раунде. Ну и будут оставаться те, кому получится выигрывать, и так до последнего. То есть кто выиграет в конце, тот и будет главой дома. Но если выиграют, например, в конце двое, то посмотрим, кто больше. Если одинаково, то пока не проиграет. Ну, в общем, вот такой первый этап. Возможно, и дальше так будет на главу дома, потому что здесь мало соревнований. Мне нужно 10, и я 10 не могу найти. Пока что не все получается, то есть очень мало таких моментов, где точно фиксируется результат. То есть даже в шахматы они соревноваться не могут. Там результат никак не фиксируется. Дартс тоже никак. По баскетболу можно, по рыбалке, там сколько рыбки поймали. Ну вот выбирала я некоторые моменты, и их очень мало. Так, все спят. Да, все спят. Походу, вот какие хорошие. Все. Чейн выспалась, правда, да, поэтому ты одна будешь бодрствовать. Ну что ж, можно уже, я думаю, смотреть. Пока 12 часов мы будем смотреть, какие у них отношения, потому что сейчас Чейн тоже, в принципе, ложится спать. Она вот только встала, чтобы поухаживать за собой. Так, хотелки я выполнять не буду. Единственное, что, наверное, я всем им дам... Да, вот это надо сделать. Я всем им дам чит-кодами, но это после серии сделаю. Чит-кодами дам по 5000 мяу монет. И, наверное, глава дома, если будет очень уставшим, например, ну, какое-то задание, вот если надо будет срочно кому-то поднять потребность, то мы будем давать пончика, но, опять же, я вот думаю еще как давать пончик. Например, ну, для какого-то квеста, чтобы не было там, тюрьму не посадили, например, да, надо криминального гения взять, чтобы никто не мог заявить и так дальше. То есть для таких каких-то моментов пончики нужны будут. Поэтому это буду давать чит-кодом, для того, чтобы хоть как-то они соревновались. Ну, в общем, иди спать, наверное, да? Или ты еще не идешь? Облегчить необходимость в туалете.
Да, думаешь, куда я попала? Сегодня вам хорошо было. Вообще все было идеально. Саммер вообще знакома, тебе не было сложно. Не знаю, с кем ты там ссорилась. Ты смотри, давай выигрывай, я на тебя надеюсь. Кто там нам написал? Никто такой особенный нам и не написал. Не идешь еще спать, нет? Ну ладно. Давайте смотреть сейчас. Какие у нас промежуточные результаты. Пока у нас вот спит. Все, тоже ложится спать. И посмотрим теперь точно, какие у нас результаты за день. Ну что ж, начинаем. Итак, Сухёк. Сухёк. С кем ты там подружился и как? Так, вот те, в смысле? В смысле? А почему они не... А, все понятно. Эти не считаются, только те, что дома. Так, Чейн. Ее добрая ласковая улыбка наполнила разговор радостью, душу счастьем. Вот так вот, понравилось. Дальше, Саммер. Ну, никак. Но это неплохо. Лучше никак, чем что-то плохое. Если там будет написано что-то плохо, я считаю, что это плохо. Если никак, то он просто еще... Он ее не заметил. Чейн понравилось, Саммер не заметил. Айрис тоже никак. Клайд никак. Вайлет никак, вообще никак, ни с кем, да? Ни с кем. Вот, по сути, он только-только ему понравилась Чейн. Понятно. Дальше. Клайд. Чейн. Не получалось настроиться на серьезный разговор. Уже кажется, будто я не помню, о чем вообще говорили. Ну, это неплохо, согласитесь. Нехорошо, но и неплохо. Просто не получалось настроиться на серьезный разговор. Ну, не нашли еще точки соприкосновения. Даже вот чуть-чуть дружба поднялась. Вайолет, ну, это его сестра, не знает совсем. Да, хотя они сражаются за миллион, ну, конечно же, сестра ему миллион не даст. Они не особо дружат. У них там натянутые отношения, и тут уже они хотят выиграть миллион лично для себя. Даже Клайд хочет выиграть и укатить, например, на ту же Кахаю. К дяде ему нужны деньги. Он не хочет оставаться там в этой большой семье, где нет места, и постоянно что-то случается. Так, с Малкольмом постепенно разговор стал более непринужденным, но ничем особенно не запомнился. Ну, так средненько. Хотя вот дружба даже побольше, чем с Чейн. Эрлай узнал о нем кое-что новенькое, вдруг еще пригодится. Ну, тут как-то шантажом попахивает. Но тоже хорошие отношения. Айрис никак. Саммер никак. Сухёк никак. В общем, если смотреть, с кем хуже всех, то Вайолет у него, ну, даже по отношениям, потому что с этими получше, то есть или Саммер, или даже вот если бы он был главой дома теоретически, ему надо выбрать два кандидата на вылет, с кем хуже всех. А раз у него плохо нету, то, наверное, с тем, с кем у него меньше дружба. Или вообще какие-либо отношения. Вот лучше всего с Малкольмом, потому что и деловые отношения, вижу, и дружеские есть. Так, ну, Малкольм. Малкольм что? С Айрис. Встреча не заставила сердце выскакивать из груди, но мы все равно комфортно провели время. Айрис ему понравилось. Даже чуть-чуть что-то романтическое проскакивало. Вайлет. Ее явное невнимание делало разговор все более раздражающим. В общем, Вайлет ему не понравилось. Понятно. Клайд. Было немного неловко, но взаимный интерес помог поддержать разговор. Вот Клайд понравился, да. Вайлет нет, а Клайд понравился ему как друг. Сухёк. Никак. Эрлай. Никак. Чейн. Никак. И Саммер тоже никак. Ну, в общем, у него получается, что Айрис понравилась, Кейн, Вайлет нет, а Клайд тоже понравился. Все. Дальше. Эрлай. Айрис. Никак. Клайд. Никак. Ты вообще с кем-нибудь? Хоть как? Вот, разговор шел ровно, не выходил за рамки привычного. Вряд ли я его запомню на всю жизнь, но выводы сделаю. Хоть как-то Вайлет его заставила задуматься хоть на минутку о чем-то. Так, Сухёк тоже никак. Малкольм никак. Вообще только одна Вайлет, да, Эрлай? Да, одна Вайлет, а ну еще сам. Вот вообще. Только Вайлет и все. Он больше ни с кем абсолютно не контактировал. Вайлет, ну а ты что?
Малкольм. Внезапно мы отдалились, и подобрать нужные слова было невозможно. Внезапно мы отдалились, подобрать нужные слова было невозможно. То есть у тебя с Малкольмом тоже, ну, не очень. Да, потому что Малкольм о ней что думает? Что ее явное невнимание делало разговор все более раздражающим, что она невнимательна. А она о нем подумала, что мы отдалились, подобрать нужные слова было невозможно. В общем, они не понимают друг дружку. Чен никак, Клайд тоже никак, Саммер никак. Вот вы мало общались, вот реально. Вы только ходили и убирались сегодня целый день. Надо вам не покупать было в первый же день эти швабры, может, вы бы больше общались. Ну, как бы вообще, не знаю, с кем ты там будешь наговаривать себе, если что, чтобы кого будешь номинировать, если будешь главой дома, чисто теоретически, не знаю. Так, Чейн, ну давай ты. Так, Саммер. Разговор ничем не запомнился, но я старалась поддержать диалог, таковы социальные условия. Ну, да, по привычке общались, знакомые, вроде бы и даже немножко что-то прокачали. Так, Вайолет нет, только деловые отношения, Клайд нет, Сухёк, его прямота успокоила я на пике счастья. Вот Сухёк ей очень понравился, а Сухёку, Чейн, тоже, как видим, ее добрая ласковая улыбка наполнила разговор радостью, а душу счастьем. Ну, кто-то еще, наверное, переедет из Давона на Каха или наоборот. Вижу, да, что-то у нее с Ухёком так налаживается. Дальше. Айрис никак, Эрлай тоже нет, и Малкольм нет. Да. Дальше. Айрис. Осталось двое, да? С Малкольмом у тебя никак. Эрлай, ну, это брат, тоже как бы так. Вот Саммер не ожидала, что разговор может так разочаровать. Ее отношение было просто отвратительно. А, кстати, Саммер к тебе как относится? А, это мы еще дойдем до Саммер, да. В общем, Саммер Айрис все-таки будет на ножах. Вот она ее точно будет, если что, в первую очередь номинировать. Сухёк. Мы говорили о простых вещах, я это лишь подчеркнула, как далеки мы теперь друг от друга. Ну, это просто непринятие друг друга, но не агрессия. Чейн никак, Вайолет никак и Клайд никак. Вообще Айрис у нас властная, она не терпит идти на компромиссы, и ей тоже сложно быть и с другими, и заводить разговоры, потому что она не лидер. Лидер хотя бы прислушивается к мнению, ведет за собой, то она властная, она не задумывается над тем, может это обидеть кого-то или навредить. Она знает, вижу цель, не вижу препятствий. Все. Так, ну и Саммер, Чейн, никак. Вот Чейн к ней говорила, что хоть и не был такой разговор какой-то выделяющийся, но так требовали условий, поэтому мы поддерживали. А Саммер вообще не запомнила, о чем они там говорили. Так, с Вайолет тоже никак. Ты хоть с кем-то как? Опять же, Айрис. Вот, с Айрис поругались, да, больно было видеть, как она избегает моего взгляда во время разговора. Думаю, еще не скоро забуду эту сцену. Да, это вражда. Эрлайт тоже никак, Малкольм никак, и Кейн Клайд никак. Ну, вот тут вырисовывается так. Или есть друг, или есть враг. Ну, будем выбирать из того, что будет. Самое главное, кто у нас будет главой. А это мы узнаем уже в следующей серии, когда они проснутся. Вот сейчас они ночь будут спать, утром встанут, и с 9 часов, наверное, на 9 часов у нас начнется первое испытание за главу дома. Что ж, на этом всем большое спасибо, что были со мной все это время. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, то дизлайк, соответственно. И заходите на продолжение. И берегите себя и друг друга обязательно. Не скучайте. Всем пока-пока. И напишите, за кого вы болеете.